Уверена, каждый из вас слышал про упражнение Кегеля. А знаете ли вы, что такое обратный Кегель, как, а главное, зачем его выполнять? Меня зовут Осокина Марина, я специализируюсь на реабилитации тазового региона. Упражнение Кегеля – это произвольно управляемые сокращения мышц тазового дна. То есть это те сокращения, которые вы сознательно можете контролировать, управлять и воспроизводить. Как правило, упражнения Кегеля рекомендуются в контексте укрепления мышц тазового дна. Обратный же Кегель направлен, наоборот, на расслабление мышц тазового дна как у мужчин, так и у женщин. Кому нужно расслаблять мышцы тазового дна? Как правило, это люди, которым диагностирован повышенный тонус мышц тазового дна. Это может быть миофасциальный болевой синдром мышц тазового дна, гиперактивное тазовое дно, миалгия мышц тазового дна. Как правило, данные диагнозы ставят гинекологи или урологи. На какую симптоматику мы можем обратить внимание? Чаще всего это боль внизу живота и в области таза после интенсивных физических силовых нагрузок, после многократного повторения упражнений Кегеля или, как многие девушки любят, тренировка мышц тазового дна с различными утяжелителями и тренажерами. Это может быть дискомфорт и боль в промежности после длительного сидения, особенно на жестком стуле или велопрогулки. Также необходимо обратить внимание на частые мочеиспускания с такими повелительными сильными позывами, как будто вы не можете терпеть. Это может быть обструктивная дефекация, то есть затруднение при дефекации. Это могут быть различные болезненные дискомфортные ощущения во время половых контактов, особенно в начале полового контакта. Это может быть болезненность при осмотре в зеркалах у гинеколога или введении тампона. На самом деле проблема достаточно часто встречаемая. Как же делать упражнение обратный Кегель или реверс Кегель? Вам понадобится коврик, или вы можете лечь просто на кровать, диван. Вам нужна высокая подушка, которую вы положите под голову и плечи. И желательно 2 кубика для йоги, или 2 свернутых полотенца, или какие-то 2 подушки поменьше, из которых вы сможете создать опору для ног. Для выполнения упражнения обратный Кегель мы сейчас с вами ляжем на спину. Опять-таки вы можете лечь либо на коврик, либо на диван, кровать, неважно, насколько мягкая эта поверхность. Прежде чем мы приступим к выполнению упражнения, я хотела дать некую теоретическую подводку, как оно выполняется. Мы с вами одну руку будем располагать на нижней части живота, под пупком. То есть у вас пупок, лобковая кость, ладонь должна лечь на нижнюю часть живота на расстоянии от пупка до лобковой кости. Вторая рука должна у вас лечь на промежность. Куда именно? У нас есть так называемый сухожильный центр промежности. Это место, где у женщин заканчиваются половые губы, но еще не начинается анус. То есть вот таким образом. Вы кладете руку на половые губы, полностью закрывая ее, и кончики пальцев у вас лягут ближе к анусу, на сухожильный центр промежности. У мужчин это положение между мошонкой и анусом. То есть, опять-таки, пальцы должны оказаться на сухожильном центре. Старайтесь положить руку достаточно плотно. То есть мы не просто кладем пальцы, а мы плотно кладем руку, чтобы чувствовать небольшое давление ладони на область промежности. Итак, одна рука вниз живота, вторая рука на промежность. Ложимся на спину. Чем выше подушка, тем лучше, потому что если подушка будет маленькая, низкая, вы можете не достать ладонью до промежности. Мы берем 2 кубика для йоги, либо 2 свернутых полотенца, либо любые 2 подушки, сводим ноги в бабочку и подкладываем какую-то опору под ноги. Для чего мы это делаем? У нас не должно быть напряжения по внутренней поверхности бедер. То есть ноги просто лежат на опоре, нам это нужно для того, чтобы достичь максимального расслабления. Давайте правую руку положим на нижнюю часть живота и сделаем просто несколько спокойных глубоких дыханий. То есть вы делаете вдох, низ живота надувается, спокойный выдох, сдувается, вдох, без натуживания, без прогибов поясницы. То есть вы делаете вдох, и не должно быть вот такого движения в пояснице. То есть поясница от пола не отрывается. Я сейчас показываю неправильно. Вот такого движения на вдохе быть не должно. Поясница спокойно лежит на полу. Вдох вы делаете и стараетесь надуть нижнюю часть живота. И спокойный выдох.
Это то движение, которое будет совершаться в нижней части живота. Теперь вторую руку положите, пожалуйста, на промежность, так, чтобы пальцы оказались на сухожильном центре промежности. Покашляйте. Во время кашля вы должны были почувствовать, что промежность как бы ударяет в ладонь. Если вы это не почувствовали, покашляйте, пожалуйста, посильнее, поинтенсивнее. Это обязательно должно произойти. Вот вы почувствовали это расширение. Кашель и натуживание – это слишком интенсивная нагрузка на мышцы тазового дна. Поэтому я обычно при работе с пациентами вот данную ассоциацию как с натуживанием не использую. Мы можем добиться того же расширения тазового дна, удлинения мышечных волокон за счет дыхания, за счет активного и глубокого вдоха. Итак, одна рука внизу живота, вторая рука у нас лежит на промежности. Мы делаем глубокий вдох вниз живота и спокойный выдох. Важно в конце выдоха не довыдыхать, не пролонгировать выдох, не растягивать. Выдыхайте просто спокойно. И на вдохе вы почувствуете, что живот упирается в ладонь, расширяется. И то же самое вы должны почувствовать в руке, которая лежит на промежности. То есть, когда мы делаем вдох, промежность как бы упирается вам в ладонь, а на выдохе просто расслабляется, немного убегает. Вдох, промежность упирается в ладонь, выдох, немного убегает. Давайте еще раз вместе сделаем данное упражнение. Вы делаете вдох глубокий вниз живота, старайтесь надуть живот ниже пупка, почувствовать расширение нижней части живота и промежности, и спокойный выдох. Выполняем данное упражнение в течение 2-3 минут. Чем глубже ваш вдох, тем более интенсивно будут растягиваться мышцы тазового дна. Если у вас диагностирован миофасциальный болевой синдром, или если вы подозреваете у себя повышенный тонус мышц тазового дна, то данное упражнение я рекомендовала бы вам делать по 2-3 минуты 3-4 раза в день на протяжении 2-3 недель. Будьте здоровы, ваша Ом.